Дальше разминку продолжать не буду, а сразу к теме. Тема достаточно актуальная сегодня. Это последние тома агенды, там 11, 12, 13, когда мать уже на финише своей земной жизни, вот все, что она наработала за это время, она выдает. И, соответственно, мне это очень близко, потому что это и моя тема тоже наработана, и тоже хочется добавить к тому, что она говорит. Поэтому давайте внимательно будем работать с этой темой. Шедевр Рабинда. Люди, не свободные духом и не вносящие гармонию в окружающий мир, не могут быть названы цивилизованными. Люди, не свободные духом и не вносящие гармонию в окружающий, не могут быть названы цивилизованными. Так вот, Земля сегодня полнится цивилизованными варварами. Заметили? Во всех сферах человеческой деятельности, которые безуспешно пытаются наладить управление хаосом. Сами хаос создают. Ментальная жизнь, человек создает хаос, да, и пытается этот хаос негодными средствами исправлять. Это постоянное занятие всех людей. Начиная от планетарного масштаба, внутригосударственного и семейного. В семье же тоже хаос создается, да? Создается, и пытаетесь вы его как-то разруливать. Не все, у вас же все в порядке уже, я так понимаю, у большинства. Вот сегодня такой мир. Так вот, лишь с появлением и умножением истинных светильников духа в земном человечестве возможно внесение в окружающий мир какой-то духовной гармонии. Хотя бы в ближайшем окружении, чтобы светильники духа появились. Чтобы появились люди, которые способны вибрацией покоя, глубинного покоя, как-то гармонизировать обстановку хотя бы, да, в ближайшем, так сказать, окружении. Уж во всяком случае это можно точно сделать. Возможно, если бы люди имели абсолютную веру в целительную силу божественной милости, то они бы избегали болезней. Так вот, непоколебимая сердечная вера в целительную силу божественной милости всегда способствует поддержанию здоровья и излечению от болезней, но именно вера непоколебимая. Люди-то верят всегда в божественную милость с оглядкой. Подсказывают и дополнительно, чтобы им хотелось, не на все твоя воля, Господи, а чтобы чуть-чуть меня тут присутствовало. Мне это более желательно, понятно? Мне более желательно выздороветь, если я заболел, а может Господу угодно тебя провести через всю, так сказать, глубину болезни, чтобы ты вышел оттуда очищенным. Чуть болезнь-то очищают вообще-то. Скорби и болезни – это средство педагогическое, наверное. Наши, так сказать, эгоистические наклонности умерить, потому что в болезни человек как-то, знаете, он знает, что это такое, да? Все-таки с Бога иногда вспоминает. Потому что вроде как говорили, что к нему надо обращаться. И периодически есть ощущение того, что тепло какое-то разливается, да? Хотя вы не согласны с тем, что с вами происходит, но тем не менее понимаете, что это что-то значит, это для чего-то. Я говорю о людях, которые имеют духовный дар, безусловно, не о всех людях. Те, кто имеет духовный дар, понимают, что не случайно все происходящее это в жизни. И сами все болезни – это одна из форм кармической педагогики. Нас надо постепенно, потихоньку подвести к тому, что, в общем-то, пик здоровья – это когда ты полностью доверяешься Господу, когда ты в поле вибраций новой жизни, когда твое физическое тело находится в новой вибрационной среде, то есть оно максимально способно быть здоровым. Максимально, насколько это возможно. Даже в глубоко запущенных случаях. Возрастных, сами понимаете. И чем раньше вы становитесь на путь сознательной духовной эволюции, тем больше у вас шансов сохранить здоровье. Здоровье в высшем понимании этого слова, психическое и физическое, для того, чтобы действительно инструмент духа, физическое тело и душа были на максимуме своих возможностей, вышли на этот максимум. Так что вера-то действительно нужна непоколебимая.
И тогда вы готовы смиренно принять от Господа даже все самое худшее по человеческим меркам. Ну, на все его волю. Вот эта позиция, если она абсолютно искренняя, это абсолютно правильная позиция, на которую, хотите вы того или нет, в работе на пути сознательной эволюции вы должны выйти. На полное подчинение высшей воле. Что такое подчинение? Вот в этом и есть духовная свобода. Вы-то думаете, что ваша эгоистическая воля вам свободу дает, да? Вы действительно выбираете из того, что вам предлагается, из плохого очень плохое, из худшего наихудшее. Вот в этом вы свободны, в этом выборе. Вы никогда правильный выбор не делаете. Не делаете. Человек не может ментально сделать правильный выбор. Потому что правильный выбор, он исходит из истинной сущности. А истинная сущность нам всегда подсказывает, что не надо делать. Понимаете? Вот то, что вы первым ощущаете, вот в одно мгновение, есть у вас вот выбор, это или это выбрать. Либо вы готовы, уже выбираете, а вам говорят, нет, внутри вот тихое, нет. Вы не спрашиваете, а просто внутри вот ощущать не надо. Но ум вас убеждает, логика ума, эмоции, нет, надо вот так поступить. И вы поступаете неправильно. А потом вспоминаете задним числом, как бы задним умом, да, все мы крепки. Да вот чувствовал, что не надо было. А вот видите, оказывается, душа-то она всегда подсказывает. Всегда, в любой ситуации, только мы не слушаем ее. Никогда. Вот был такой у Наполеона министр иностранных дел Толеран. Слышали о таком? Да. Серьезный человек был, дипломат. Дипломаты, они просто обязаны врать, так же, как и журналисты, так же, как и актеры, да? Вот. Они, врать обязаны, это их профессия. Вот. И Толеран говорил, для того, чтобы дипломаты поняли, вы все дипломаты? Нет? Не очень, да, но по пути идете. Вот если вы идете по пути, то вы его поймете. Он говорил, никогда не делайте того, что первое к вам приходит на ум, ибо это всегда правильно. Вообще парадоксальная вещь. То есть надо хитрить, вот не делайте вот то, что первое это приходит. Это всегда правильно. Но с дипломатической точки зрения, их профессия врать и юлить и извиваться. Ясно? Вот. Вот он по пути, наверное, шел, тот чувствовал, что первое это всегда правильное. Мне понравилось. А если вера ложная, то в вашем сознании по конкретному факту веры во что-то, например, вот вы верите, что вы чудесно исцелитесь от тяжелой болезни, но вера-то ложная. Вы себя убедили, боитесь идти к врачу, вам кажется, что вы верите, что Господь вам поможет, а вера ложная. Вот. И возникают трения у вас, если вы ложно верите, а может сходить к врачу, а может все-таки там сделать анализы. Вот когда ко мне приходят люди и говорят, да я верю вот в Господа, что Он меня исцелит, я говорю, а есть у вас сомнения по этому поводу? Вот пройдет полгода, вам станет хуже. Вспомните вы вот сегодняшний день, скажете, а может надо было все-таки к врачу пойти? Он говорит, да, наверное, вспомнил. Вы идите сейчас к врачу, потому что веры-то у вас нет никакой. Не может быть верой, либо вера истинная, либо ложная. Не может быть вот веры наполовину. Вы поняли меня? Наполовину не бывает веры. А то на 50% я верю, а на 50% остальные нет. Не бывает так. Либо да, либо нет. Вот и все. Поэтому, если есть сомнения, идите к доктору. Примите врачебную помощь. Господь иногда посылает, да часто посылает, через людей помощь. В тех случаях, когда она действительно требуется, когда у вас нет веры той, которая, в общем-то, могла бы действительно вас исцелить 100%. Понятно? Идите. Только не злоупотребляйте этим, а то по любому мелкому поводу будете бегать к докторам. Может, бывает так, что через посредство людей и душа наша тоже нам пытается не сильно верующим в божественное присутствие тоже помощь преподнести. Ясно? Так что я никогда не говорю, что не надо ходить к врачам, что не надо сдавать анализы. С меня пример не берите. Я просто говорю, что в ряде случаев это надо сделать. Если ваша вера не непоколебима, то делайте. Помогает.
Ясно? Если добавляется еще вера в силу докторов, не та вот фанатичная вера, что действительно это с Божьей помощью, то нормально. Ну ладно, хватит о болезнях. Я видела, я поняла, работа этого сознания, нового сознания, она направлена на то, чтобы обычное сознание не было больше вещью такой тяжелой, такой темной, такой безобразной и такой низкой. Так вот та сила, которой мы открываемся, и которая, даже если мы не открываемся, она давит на все и вся и проникает в нас не спрашивая, вызывает в нас деструктивные изменения. Понятно, наверное. Давит она на всех, без исключения. И спрятаться невозможно нигде от ее давления. Нигде, никогда. Вот. Но люди это принимают за патологию какую-то. На самом деле идет процесс принудительной эволюции. То есть в основном эта сила, если она принудительно действует, продавливает, по сути, свою энергию в человеческие тела, она только деструктивное оказывает влияние. То есть она не созидает ничего нового, она направлена только на разрушение. Вы уловили? Только разрушает. А сила, когда вы ей открыты, она должна разрушить что-то старое, на этом месте что-то новое создать, да, в организме, в частности, в нашем, да, потом это на время зафиксировать, потом опять то, что устаревает, зафиксированное, разрушить. То есть идет процесс обновления, насколько это возможно, в том числе человеческого организма, на материальном, вот, биологическом уровне. А так мы просто сопротивляемся эволюции, она только проникая молниеподобно в организм, разрушает, не успев ничего создать. Просто идет разрушение, процесс разрушения. Вот и все, достаточно простая схема. Вот. Ее главная задача, невзирая на лица, это задача этой силы, переформировать Землю и ее обитателей в угодном ей направлении. А уж как вы к этому отнесетесь индивидуально, откроете вы или нет, это уже ваша задача, ясно? Ей все равно, она как стихия, она как вот цунами, давит и все. Мы-то думаем, что это божественно, оно нас там где-то побережет. Нет, вот стихии давят. А вот личное божественное, индивидуальное божественное присутствие способно эту стихию обуздать и направить в правильное русло. Ясно? Просто или нет? Я на пальцах пытаюсь вам объяснить, те вещи, о которых, многие просто ни сном, ни духом не ведали, я понимаю. Но я на своей шкуре это испытал, мне понятно, поэтому я как бы говорю из своего опыта, из опыта тех людей, которые тождественные переживания имели, в частности, мать, тот же Серафим Саровский, тот же Исаак Сирин, хоть он и был давным-давно, да, Паисий Святогорец, это совсем недавно. Опыт-то они, как бы, духовной трансформации и телесной трансформации, они идентичны во все времена. Надо только открыться этой силе с пониманием, это принятие, если есть возможность это как-то описать, то описать. Ведь многие люди не занимались описанием, а просто это принимали, и много безымянных, безвестных духовных делателей высшего, так сказать, порядка реализовывали этот путь. Понятно, след письменный оставили немногие. Понятно? Мы-то думаем, что их вот единицы только были. Нет. Были люди, которые действительно смиренно принимали эту жизнь, открывались этой силе, она ваяла в них вот ту новую жизнь, которая позволила им пережить эту смертную жизнь и действительно реализовать себя в духовном плане, на все времена, я бы сказал. То есть финально закончить здесь земное воплощение победой. Происходит завоевание. Это грандиозное изменение. Физическая жизнь должна управляться Всевышним сознанием, а не ментальным миром. Это идет смена власти. Это трудно, это тяжело, это болезненно. Естественно, происходит ломка. Вот мы живем же в кризисный период эволюционного кризиса, болезненный период. Но какое счастье, что сегодня каждый искренне стремящийся обрести истину может это сделать. Вот сегодня очень тяжелое время для людей, которые несут в себе потенциально свет и готовы ему открыться, очень тяжелое время.
Вас же не зря жизнь заставила что-то искать, помимо того, что вы имели. Да? Вот мне бы нечего было искать по тем меркам, по советским. У меня было все. У меня все было интересное, только вот не было самой малости понимания того, почему я живу-то, для чего я живу, чтобы состариться и умереть. Вот эта малость была. А сегодня люди бегут от самой мысли о смерти. Кажется, что с кем-то вот несчастный случай произошел с соседом. Вот сосед умер, а я бессмертен. Знаете, какие-то несчастные случаи с кем-то происходят, умирают. Есть такое? Бывает вот такое ощущение. Вот не с нами, а вот с кем-то. И вот действительно, вот эта иллюзия. Сегодня люди бегут от самого слова смерть, от осознания того, что жизнь конечна, и все-таки надо как-то попытаться революционно победить вот это. Нет, убегают. В хобби, всякие развлечения, дурят друг друга, играют, смеются, в виртуальные компьютерные миры попадают. Вот где-то позавчера опять был случай расстрела студентов в колледже. Вот был где-то в Керчи он, да, повторился опять парень, сам застрелился, пострелял там, кого-то убил, поменьше, чем это в Керчи было. И сам застрелился, что это компьютерный наркоман, тот, для которого смерти не существует, нету. То есть в компьютерных мирах там поубивал кого-то, перезапустил, опять все живы. Вы поняли? Что сама по себе смерть, она уже не давлеет над людьми. Люди как-то выскальзывают. Врачи помогут, там еще что-то. То есть смысл человеческого существования, он как-то размывается. Вот для чего вообще мы существуем? Непонятно. Получать удовольствие, естественно, но никто не мыслит о том, что за удовольствие надо платить всегда. За бездумное удовольствие приходится расплачиваться. Кармически расплачиваться. Хотелось, чтобы это как-то не забывалось. Нами во всяком случае. И действительно сегодня очень сложное время. Крайне болезненный переходный период от невежественного смертного состояния ментального к новой жизни супраментальной. И старый мир, он действительно полностью исчерпал себя. Старое ментальное сознание, оно в его интеллектуальном конечном варианте, оно достигло предела. Все. То есть за пределами интеллекта уже не мыслится ничего, хотя Кант говорил, вот там что-то должно быть. Вот там что-то должно быть, но а где там, как это там, куда, зачем и почему, об этом не говорится. А вот эта сила, супраментальная сила, готовит Землю и всех ее обитателей, все планы бытия до квантуму скачку эволюции. А это будет коренная ломка старого мира. Вот. И сегодня разрушительная мощь этой силы и подготовительные ее, операции в земном человечестве, они достаточно очевидны. Вот. Просто очевидно. И каждый человек сполна ощущает это на себе. На физическом плане ощущаете? На психологическом ощущаете? Только все списываете какие-то частности, да? Это не глобальный процесс, а только вас касается, и вы можете это преодолеть. Это глобальный процесс. Это стихия. Но стихия упорядоченная, она в русло божественное встроена, эта стихия. Но это стихия. Поэтому надо встроиться в этот процесс, правильно открыться той силе, которая готова нас переформировать в угодном ей, только ей направлении, не нам. Это старое деление, производимое менталом. Вверху все замечательно, вы можете иметь все переживания, там все озарено, все чудесно. Здесь же на земле делать нечего. И такое впечатление, что когда рождаешься в мире, то рождаешься еще в мире, где и нечего делать. Так вот, она говорит о том, что абсурдность старой ментальной позиции, которой придерживаются буддисты, в частности, да, и прочие приверженцы разного рода восходящих медитаций, что Земля – это проклятое место,
что надо бежать из земного сознания, бежать из тела, подниматься в медитации вверх, где ничего нет, где сплошное вроде бы блаженство, пустота. То есть, по сути, Шри Ауробинда назвал это бегством от эволюции. То есть, чтобы перенести все тяготы переходного периода, люди не хотят этого, они туда, вот, в веселые практики, в восходящие медитации убегают от решения главной задачи, главной проблемы. То есть, убегают от своей истинной сущности, от души. Ясно? Сила нисходящая должна пробудить душу и, в общем-то, при участии души встроить нас в эволюционный процесс, а люди просто убегают туда, в хорошее настроение, в белое безмолвие, куда угодно. То есть бегут от решения главной задачи. Понятно? А вот надо здесь выстоять, продержаться и победить. Я вас не уговариваю. У вас всегда есть выбор. Один правильный, а остальные все неправильные. Всегда есть он. Ясно? Один правильный. И получается так, что ты рождаешься здесь, в этом мире, зачем-то в теле, и вообще из него надо бежать. Что-то какая-то абракадабра, представляете? Но оказывается, что наше смертное тело в самой его глубокой материальной сущности несет в себе на уровне вибраций носитель жизни вечной, новое сознание. Наше смертное тело должно положить бессмертное начало. Так что здесь нет никакого парадокса. Нет никаких несоответствий с божественным замыслом. Не надо бежать, надо дать возможность божественной силе извлечь вот из-под спуда, со дна телесной материальности новое сознание, новая жизнь, чтобы наша индивидуальность из эгоистической через духовную сущность стала божественной индивидуальностью. Вот и все. Индивидуальность мы не теряем, только она божественной становится. Через посредство духовной. То есть эгоистическая индивидуальность, потом духовная с момента духовного рождения, но она еще не тотальная, а потом божественная. То есть вот такие ступени перехода к жизни вечной. Видите как? И мы это переживаем на собственном опыте. Это в нашей жизни, в наших, так сказать, опытных изменениях способны мы это пережить. Это не выдумка, не теория, которая не соответствует истине. Это можно проверить. Это проверяемо. У Господа все целесообразно. Он не допускает абсурда. Потому именно в теле, а не в бегстве из него, надо искать секрет бессмертной жизни. Секрет бессмертия на дне смертного. То есть семя, брошенное в землю, погибает и рождает колос новой жизни. Помните притчу Иисуса? Вот погибнуть должно это семя, чтобы породить нечто новое. И когда нам исполнено все, что мы должны быть здесь сделать на земле, сделать полностью, то нам остается просто жить. Жить в этом новом качестве, в новом состоянии от мгновения к мгновению. Вот той самой жизнью благодатной, которая не подвластна смерти. То есть не подвластна исчезновению индивидуальности. Ваша индивидуальность на любом плане бытия будет существовать. Мы же боимся более всего потерять индивидуальность, даже не тело. Ну вот то, что мы ощущаем собою. Вот это мы боимся. Во сне-то мы теряем тело, ну как без тела, прекрасно обходимся, индивидуальность не теряем. Нам даже нравится иногда во сне, когда хорошие сновидения, легко как, ничего не болит, проблем меньше, да? Если хорошие сновидения. Но бывают и кошмарные, как некоторые говорят, да? Там тоже беда, но без тела. Как-то тело там особо не повреждается, да? Замечали или нет? Я регулярно замечаю, потому что сновидение хорошо помнится каждую ночь. И, там тело как совсем не участвует, ничего, не больно ему, нет там ничего. Никаких травм. Даже если уж что-то такое сногсшибательное, ты чудесным образом как-то на ноги встаешь. Так что без тела мы живем в ночной жизни, и ничего. Значит, индивидуальность мы боимся потерять, а не физическое тело, в общем-то.
Чуть больше года потребовалось этому сознанию, чтобы одержать победу. И к тому же, естественно, это видно только тем, кто имеет внутреннее видение. Но это факт. Так вот, она здесь говорит о своем видении стремительного нисхождения супраментального сознания на Землю и начале его активной работы в земном человечестве. Вот ее новое вибрационное тело, в котором она уже неизменно присутствует, является теперь своеобразным индикатором и камертоном, который четко отслеживает этот глубинный процесс. То есть вот то, что находится за пределами физического мира, вот есть мир физический, да? Есть еще мир, который, от ньютонова мира, от сугубо физического отличается неопределенность. Это квантовый мир. Слышали, да, о таком? Это некая вот перегородка тонкая между физическим грубым миром, да, живущим по своим законам, и миром, который должен быть, обязательно должен быть за пределами квантового мира, где правит божественная определенность. Я в этом глубоко убежден, что есть тот мир, вот, когда речь идет о сугубо божественном мире, который не есть мир неопределенности, он есть мир определенности божественной. И вот там, в этом мире, да, никакие приборы человеческие, созданные человеком, не могут ничего определить. В квантовом мире еще там есть кое-какие инструментальные исследования, которые человеческий ум, изобретя, может делать какие-то выводы объективные, хотя и в неопределенности в большой. Но за пределами этого мира уже никакие человеческие изобретения научные не подвластны что-то зафиксировать. И только новое сознание, вот только человек с чистым новым сознанием, которое превосходит ментальное, способен там открыть и существовать уже без проблем и в новом качестве. Вот это интересный такой момент. То говорят, вот сейчас вот найдем частицу Бога, вот сейчас еще что-то там разобьем, разрушим. Не найдете вы никогда, наивные ученые, этого. Это можно только, этим можно только стать. С этим можно только отождествиться через посредство той силы, которая должна открыться, остановив свой интеллект и ум. Уже все, хватит. Хватит биться в стену. Откройтесь новому. В молчании ума это открывается. У него, у нового тела, есть радость живого чуда, говорит мать. Действительно, радость живого благодатного чуда – это чудо новой жизни супраментальной, чудо единения с Господом без потери индивидуальности. Это действительно чудо. Об этом ты не мог и помыслить, потому что никаких аналогов в мире человеческом, в чувствах, так сказать, быть не может. Если ты в принципиально новом оказываешься в мире, в принципиально новом качестве, которое ни с чем нельзя с известным как-то сравнить. Нет сравнений. Вот это действительно чудо. Живое чудо. В конечном счете телу все время доказывается, и оно совершенно убедилось, что как только оно концентрируется на божественном, как только оно входит с ним в контакт, так боль полностью исчезает. Так вот, при нахождении в новом тонком вибрационном теле, в носителе жизни вечной, в состоянии абсолютной прозрачности или пористости энергетической, ни о какой физической боли-то речи быть не может. Если ваше физическое тело периодически отзывается болью, например, в результате полученной травмы, то надо просто успокоиться, не выпадать из реальности, принять боль как факт. И тогда она чудесным образом, не то что переходит в благодать, а просто исчезает, потому что боль любая – это прикосновение божественного к тому месту, в котором не все в порядке. Вот и все. Любая боль. То есть это неусвоенное божественное, избыток вызывает боль. Если это усваивается полностью, вы открыты, то нормально. Видите, как все тоже здесь в этом плане сбалансировано. Вот. Основная причина боли, любой, это неполное усвоение божественной силы, то есть ее избыток в каком-то конкретном месте, да, или во всем организме. И только при расслаблении, в состоянии покоя, когда вы говорите, на все воля Твоя, Господи, это состояние покоя, все, готов. Это каким-то чудесным образом либо в благодать переходит, либо просто она перестает существовать.
То есть это опять зависит от позиции вашего сознания, от вашей открытости этой силе. А в случаях нарушения ровности сознания божественная сила увеличивает свою напряженность. Она стремится вернуть вас в исходное состояние, когда вы что-то у вас нарушается. Она увеличивает свое давление, и тогда вот дискомфорт и болевые ощущения, когда вы как-то уклоняетесь от генеральной линии пути. То есть она стремится более интенсивно вас вернуть на исходную позицию. И тогда не задавайте вопрос, что вы не так что-то делаете. Начните все сначала. Все, надо успокоиться и молчать умом. Ясно? Это говорит об общей, так сказать, вот напряженности, не о конкретных органах и системах. Понятно. Вот просто что-то давит, и вам как не по себе. Ну, видно, расслабились. Она пытается вас вернуть на исходную позицию. Тоже такой интересный момент. Есть один психологический момент. Очень интересно, что материальные потребности уменьшаются пропорционально росту духовного сознания. Не из-за аскетизма, но внимание и концентрация существа перемещается совершенно в другую область. Вот о чем она здесь говорит. Она справедливо замечает, что материальные потребности носителя нового супраментального сознания, ну, вот если вы сознание достигли, да, они существенно сокращаются, причем естественным образом, а не по причине исповедования там, длительного практики аскетизма. Это вот не надо, это лишнее. То есть это естественным образом у вас реализуется. Не надо вам много. Ни в одной из сфер человеческой деятельности. В общем, довольствуйтесь тем, что есть. То, во всяком случае, всегда есть все, что необходимо для духовной реализации, для нормальной жизни. Лишнего Господь, как правило, не дает, но и бедным вас не оставит. Вот такой баланс имеет место быть. И в конечном счете реализуется один из главных принципов истинно духовной жизни. Я не устаю это повторять. К тому, что вы имеете, добавить больше нечего. Вы не хотите добавить. Вам может что-то добавиться, и это добавиться может даже грузом оказаться нежелательным. Знаете, так бывает. То есть хватит, мне все хватает. Вот у меня сейчас добавляется вот это нежелательное, книги добавляется. Мне положить книгу одну некуда. Вот вы можете поверить или нет, мне ее некуда положить. И сейчас вот 900 страниц книга, но она нужна, я понимаю. Она добавилась, как бы снег бы упала. В самолете мы летели, я листал журналы, вот понимаю, что для советского периода вот мне нужна книга американского либерала. Я ее взял, 900 страниц, она нужна, но мне ее положить, я не знаю, на полу там где-то. Вот сейчас на полу там под кровать я, может, ее засуну. Представляете? Вот они ко мне приходят, я хочу ограничить уже все, но, видимо, нужны вещи, когда с разных позиций ты одно и то же время, причем там много из первоисточников, письма, и оказывается, очень сентиментальным человеком был на заре революции Яков Михайлович Свердлов. Вот здесь у него мастерская, я ее вчера сфотографировал, папа имел мастерскую какую-то, да, знаете, на Покровке. Ну вот там мастерская, это его отца, и он там жил. Вот там печати поддельные делали, еще что-то печатали. Вот, ну, неважно. То есть он, оказывается, был очень сентиментальным человеком, очень любил своих детей, но царских не пожалел, когда революция произошла. Понимаете? То есть его письма, вот приведены письма людей, то есть вот тех, кто делал революцию, там много материалов вот, из личных архивов, переписки, они на Западе оказались. Вот. Ну, очень интересные вещи. Книга толстая, 900 с лишним страниц. И я теперь вот опять вот вынужден сидеть с карандашом. Я уже сейчас художественную литературу с карандашом читаю. Я не могу без карандаша. У меня все время там даже что-то подчеркиваю. Вот Лескова перечеркал там почти всего.
Ну ладно, это отступление лирическое. Еще лирическое отступление. Вот вспомнил хорошо. Значит, знаете Карен Георгиевича Шахназарова? Вообще порядочный человек, да, хоть 4 раза женат был, но нормально. Ну, бывает несчастный случай, так, с кем не бывает. Он иногда на политические темы выступает. Его же папа был помощником у Брежнева, у Андропова, у Черненко и у Горбачева. Участник войны. Вот, его отец был, Шахназаров. Так вот, а он режиссер, ну, такой добротный, нормальный режиссер. Так вот, когда он рискнул взять на себя функции директора Мосфильма, это было в начале 90-х годов. Мосфильм – это на тот момент была территория огромная, же целый город, как Голливуд, по которой бегали собаки, все было загажено, дерьмом всяким, простите, он сам говорил, Шахназаров, все, говорит, было, ну, просто страшно было смотреть. И спустя лет 5, 7, 8, не знаю, я здесь в сроках не очень, не помню, да, приехали иностранные журналисты и смотрят, что такое чудо, это уровень вот кинофабрики мировой. Как вам удалось это сделать? Он сказал одну блестящую фразу: а я не ворую. Я не ворую. Все. А тут по 100 миллионов или миллиардов на космодроме на Восточном Путин озвучивает и удивляется, как так можно воровать по 100 миллионов на космодроме. Это ваша стройка. Стройка, за которой надо следить, вы следили там двумя этими самыми с разных сторон. Ну, а там, где не следят-то. Поэтому у нас все время вот так вот. Миллионами. Какой-то в Клину или в Истре, где-то под Москвой, какой-то глава района, да, сколько-то там миллиардов рублей лет за 15 царствования украл. Как это так? Ну, вы же понимаете, да? Поэтому пенсии вам минимум всем, потому что надо кормить людей, которым мало. Все мало. Поняли или нет? А вам не мало, вам нормально. Ясно? То есть сегодня идет это разделение на сумасшедших, у которых там 40 костюмов, там часов, миллион пар там, с бриллиантами. Зачем? То есть полный идиотизм. То есть люди вообще просто превзошли идиотизм клинический даже. Уже клиника тут не работает. Понимаете? Так что смотрите, глядите. Вот эта фраза блестящая: «Я не ворую». Все. Вот поэтому те средства, которые отпускались и ему давались, он все на то, чтобы сделать эту киностудию. Он сделал это. Как понять психологию вот этих безумно жадных? Ментально невозможно. Ну как ты можешь понять? Они говорят, объясняют, детям надо, ведь дети же не должны быть бедными. То есть те самые дети, которые они растят, ну, простите, в лучшем случае рафинированных, беспомощных, либо подонков. То есть уродов моральных. Вот и все. Детям, ну как же так? Вот в Америке-то там с капитализм, когда зарождался, да, бандитский, там же детям они все передавали, все свои дела. Там же можно уже и не работать, а тебе идут деньги. Вот детям, чтобы дети не работали. А чем они заниматься, вот когда они работают? Ну, непристойностями, непотребствами, ну, то есть разложением. Вот этим, вот ради этого все делается. Чтобы своих детей видеть счастливыми, понятно, в каком качестве. Вот так, вот ты не понимаешь. Понимаешь все. Вот такие дела на международной арене. А у меня никогда не было, вот лично я о себе говорю, никогда не было претензий особо к обстановке, в которой я жил. Творчеством я мог заниматься поэтическим, научным, где угодно, на краешке стола, мне не важно было, что тут вот лежит.
где угодно. Творчеством заниматься я мог где угодно. Мне никакой особой обстановки никогда не требовалось. Это как-то Есенина спросили: Сергей, когда ты пишешь стихи, все видели его, слоняется, он там где-то выпивает, но что же, он говорит, всегда. Понятно? То есть творческий процесс у меня был всегда. И внешняя обстановка, она никак не могла на это повлиять. Ну, никак. Не надо, мол, мне особо никаких условий. Это я о себе говорю, опять вот рассказываю. Так что у меня претензий вот к тому, что у меня вот этого не хватает, и это должно быть, не было никогда. То есть я счастливый человек в этом плане. Очень счастливый. Стул и краешек стола всегда находились. Где угодно. Может, посуду отодвинуть и сесть. Правильно? И блокнотик, карандаш есть тоже всегда. У меня никогда не было вот потребности, и я не хочу никого обидеть. Вот иметь машину и дачу, я понял, что для меня это головная боль. Потому что я человек беспокойный, я даже вот за какими-то мелочами у меня, вот на чтобы все было в порядке, в общем-то, в мелочи. А вот если у меня будет эти две вещи, это все, это меня погубит. Не алкоголь, а это. Алкоголь, от него можно отказаться, а это все как, не выкинешь же. Понятно? Ну, все в меру, понятно. Не погубило вас, нет? Ну вот, нормально. Ну, то есть, меня погубило, я точно знаю, при моей щепетильности. На тот момент. А сейчас уже не нужно. А велосипед, вот велосипед, да, это серьезная вещь. И у меня с самого детства было одно замечательное, я сейчас понимаю, замечательное качество. Я никогда никому не завидовал. Я даже не знаю, как кому-то можно было позавидовать. Я как бы царствовал над всем. Я знал, что я могу стать кем угодно, если захочу, но не хотел. То есть потенциально понимал. Ну вот можно этим стать, можно этим. Я музыкантом не стал, наверное. Я художником мог стать. Я сейчас понимаю, как сегодняшние новаторы рисуют. Я бы вам такое наделал. Ну, вы бы даже не представили. Вот сейчас была бы доска, я бы вам мелом нарисовал столько профилей разных людей, как зоопарк бы был. И это было бы вообще мировым признано, ну, если бы раскрутили. Понятно? Профили людей. Я это делал вот в одно мгновенно. Вот на бумаге, где угодно, вот так. Просто с закрытыми глазами. И вот я бы нарисовал их 1 миллион, и это было бы шедевром. Продавали бы. А? Продавать. Продавать? Не надо. Просто не было зависти никогда. А в новом состоянии, в общем-то, и нечего было отказываться. Вроде оно все есть. Отказываться, выбрасывать там куда-то. Ну, лишнее периодически увозишь. Вот когда книги, христианская тематика у меня закончилась, книг был 1 миллион. Сколько коробок и ящиков я отправил, слава богу, вот Марья Павловна приютила мои книги, там, ну, несколько этих багажников было отвезено. Но с пометками все книги. Потом это пустое пространство, историческая тематика заполнил, и опять все. Вот. Историю закончил, все вывезу, вот ничего не оставлю. Оставлю только то вкусное, что еще не дочитал за всю оставшуюся жизнь. Вот. Понятно? У меня вот единственная ценность была, наверное, книги. Но они уже никому не будут нужны. Так, понимаешь, сейчас книг никто не читает. Вот. Да, и поэзию я еще увез. У меня же по поэзии было столько книг, вот всяких разных дорогих экземпляры, там, у букинистов я покупал. Вот на книги я, в общем, не скупился. Была слабость такая. И сейчас вывез, нету этого. История осталась, добавляется что-то. Вот. Ну ладно. Богатству обычно сопутствует весьма непосредственное заурядное сознание, говорит мать. Ты вас спрашивала, вот сколько нужно. Богатству обычно соответствует весьма посредственное заурядное сознание. Вот и все.
Оно может быть хитрым, оно может быть ловким, оно может быть наглым, но оно заурядное с точки зрения, так сказать, каких-то глубинных основ. Понятно? Поэтому чему удивляться, вот все, что происходит, нормально происходит. Идет разделение, идет поляризация, все как задумано. Вот глядишь, вот нам показывают периодически стандартно скроенных жен, любовниц этих богатых людей. Смотришь, вот вы все, вот ваш выбор, вот ваша супруга, вот вся раздутая, раздетая, перекроенная, вот это вы, вот это ваше сознание. Может, она не одна там в разных ситуациях там на замену идут, но тем не менее, вот они. Глаза-то они выдают всегда, что есть, да? На самом деле в человеке. А они пустые, абсолютно. Ну ладно. Я не люблю говорить о себе, говорит мать. Не я. Да это то, чего я не знаю. Сохранится ли мое тело или нет. Я не знаю об этом ничего, и это меня не интересует. Но мне кажется, что польза будет, только если это тело уйдет. При оставлении тела будет что-то финальное, так она мыслит. Она, наконец, начинает прозревать свое будущее в смысле формы реализации супраментальной трансформации. Она уже не ждет, как прежде, она прежде ждала каких-то перманентных изменений в старом физическом теле, и считает, что все будет так, как надо, когда она расстанется с телом. Все по максимуму будет сделано. А то она ждала, глядя на тело, что там что-то может измениться, засветиться, помолодеть. Нет, потом она сняла этот вопрос. Вот уже сняла этот вопрос в возрасте 92 лет. Молодец. Так-то она еще мечтала о чем-то. И с уходом физического тела супраментальный носитель жизни вечной, проявленный в материальном носителе смертной жизни, в теле физическом, окончательно разрывает связь с материальным миром и переходит на тонкий план бытия без потери памяти и индивидуальности. Потом он может вернуться и сюда. Я вот вам говорю, в порядке, может быть, таком фантазийном, можно же пофантазировать, что вы, выполнив свою главную задачу здесь, расстанетесь с физическим телом, ваш новый носитель божественной индивидуальности отправляется на 7-е небо. В тот мир, 6-й-то еще не сформировалось, 6-го человечества еще нет земного, да? Нет, той тверди земной, на которой 6-е человечество будет там жить. Это только после квантового скачка эволюция будет. Вы на 7-м небе и ждете. Состоялся квантовый скачок, Земля обрела новую материальность, новые формы, там зерна, те, которые, в общем-то, Господь сохранил как рассадник жизни в 6-м человечестве, будут присутствовать, но они же еще будут бестолковые. А вы по максимуму в земной атмосфере прошли вообще и нижнюю полусферу истинную, и верхнюю. Вы как будете боги или водители рождаться в 6-м человечестве и будете наводить там порядок. Ясно? Понятно или нет? Не просто так вы исчезнете куда-то. Нет, вы с неба сойдете, облечете материальность соответствующую и будете, царями, или как это тогда будет называться, я не знаю, но какими-то приличными людьми. Но без эго. Ясно или нет? То есть придете и будете наводить там порядок. Их же надо тоже регулировать этим 6-м человечеством. Оно же еще с остатками эго-то будет. Душа-то выйдет на первый план, но эгоистичность духовная это не уходит. Там сложно будет наводить порядок тоже. Знаете, духовные эгоисты – это серьезные ребята. Не просто эгоисты. Они, поэтому, может, революцию придется делать там какую-то. Вообще много интересного за пределами земной жизни-то должно быть, во всяком случае. Если вы действительно уверовали в то, что не зря все то, что здесь происходит. Это действительно интересно. Правильно? Ладно. Кое-что отвоевано,
Могу сказать, почти полностью, говорит она. Это больше нет желаний или предпочтений. Это заменено только на то, Господи, что ты хочешь, на все твоя воля. То есть она говорит, что она все-таки, позиция на все твоя воля Господа, она ее занимает. Все, нет желаний, нет предпочтений, нет того, чтобы ей хотелось. Добавить к тому, что имеет. Вот правильно она определила эту позицию новую. И действительно, при этом Господь всегда дает вам то, что надо. И что не надо, и что вам помешает, Он не дает. А вы и не хотите, и оно и не приходит. Значит, Он дал мне книгу, значит, не помешает, я ее принял. Значит, нужна, наверное. И действительно становится жить легко, удивительно легко. Когда нет желания и предпочтений. Некоторые говорят, как это жить, ничего не желать, ничего не хотеть. Будет ситуация, будет поступок. Вот опять, да, нет этого, вот я сейчас делаю это. Вот ситуация, и я делаю то, что делаю. Представляете, вот жить от мгновения к мгновению. Это вообще представить невозможно, как это легко. Без ума. А мы же не живем никогда, мы все время погружаемся в какой-то виртуальный мир. У нас либо прошлое там маячит, либо будущее маячит, а будущее оно не светлое, потому что прошлое не очень светлое, мы краим из прошлого свое будущее. И вот то туда, то сюда, то в прошлое, то в будущее. А тут вот в реальном моменте жизни. Мы не живем никогда в реальном моменте, никогда. Представляете? Все время ум нас куда-то уводит из реальности. То есть уводит с божественной волны. Поэтому и радости жизни-то ее нету. Вот удовольствие – это то, за что платить приходится. Это не радость жизни, а удовольствие. Да? Потому что маятник, если качнулся в сторону удовольствия, то обязательно в этом мире витальном должно быть сбалансировано это. Нельзя же тебя все время удовольствиями кормить. На них надо платить. Видите, как все интересно. И закономерно. То есть не обманешь Господа в этом плане. Физически все переживания тела сейчас таковы, что достаточно телу. Она имеет в виду вибрационную структуру сейчас. Вот она называет телом вот то, что она сейчас ощущает как нечто легкое, новое. И вот возникает впечатление, что все связано с физическим, но на самом деле физическое еще влияет как-то в цепке с новой структурой. Но это не все. Более она говорит о теле, как о новой структуре. Не о физическом теле. Вот она словом тело называет то, чем она сейчас себя ощущает. Ощущает она себя в новой структуре. Физически все переживания тела сейчас таковы, что достаточно телу поставить себя так, чтобы отдать себя безоговорочно, полностью довериться божественному присутствию. Как боль, какой бы она ни была, она исчезает. Вовсе не так, что боль преобразуется в нечто иное, она просто исчезает. Вот она описывает феномен исчезновения физической боли в ее очень даже возрастном. На тот момент ей исполнилось 92 года. Тело материальное достаточно возрастное. И она заметила, что боль вот в этом теле физическом исчезает, когда ею оказывается полное доверие божественному присутствию. То есть она расслабляется, говорит, Господи, возьми меня и возьми эту боль, вообще все забери. То есть позиция полной сдачи, полного доверия. Естественная и безоговорочная, не требующая никаких усилий и специальных концентраций, сдачи в руки Господа, возможно только при нахождении вашем в новом вибрационном теле. Так вы не сдадитесь. Эго всегда будет фонить. Ясно? Полная сдача, когда новая структура пробудилась полностью. Тогда уже вопросов нет, сдаваться, не сдаваться, вы все время в состоянии сдачи. Ясно? До тех пор, пока у вас новая структура не проявилась полностью и не выпорхнула наружу, вы всегда будете сдаваться, периодически, временами,
дискомфорты будут появляться, ясно? Не расстраивайтесь, не сразу все. В большей части тела есть только одна вещь. Нет больше вещи, которая что-то хочет, и вещи, которые подчиняются. Это больше не так. Только одна вибрация. Одна вибрация, это началось. Но тело не ждет того, чтобы это передалось через ощущение восторга или радости. В действительности ему это безразлично. Новая структура родилась, сформировалась совершенно безразличие. То есть в том плане не ждешь, вот, чтобы хорошо было, благодатно. Ты просто живешь, а как оно есть, оно всегда благодатно, честно, надо сказать. Вот, нет твоих ожиданий и хотений, чтобы было там что-то сильнее, больше. Там, понятно? Вот оно само, вот к тому, что имеешь, действительно добавить нечего. В ощущениях добавить тоже нечего. Это действительно поразительно новая вещь, которой аналогов вот в обычной или в обыденной жизни просто не было. Шри Ауробинда. Чему восхищаться природой или поклоняться ей как силе, или присутствию, или богине? Зачем оценивать ее эстетически или художественно? Секрет состоит в том, чтобы наслаждаться ее душой, как наслаждаются телом женщины. Вот это Шри Ауробинда сказал, как наслаждаться природой. Так вот, шумный витальный восторг природой, ее ментальное возвеличивание пышными фразами, языческое поклонение ей как прародительности, вот природа это все, да, вот та природа, физическая природа, о которой мы говорим. То, чем многие сегодня пытаются заниматься, говорит еще о недостаточной духовной зрелости. Тихое созерцание природы, вот тихое, в молчании, и глубокое наслаждение именно сакральной сущностью природы, то, что там у нее в глубине, в молчании. Вот это и есть наслаждение истинной душой. Вот она, душа природы. Дуб, огромное растение, там поле, цветочек маленький. Молчание, это вообще все. Знакомо вам это? Вот все в тишине, вот здесь все. Потому что божественное там. Но это не то, что надо возвеличивать. Вот природа, она вот такая, сякая. Вот все тихо должно быть. А когда вы шумно восторгаетесь природой, там, описываете языческие поклонения ей, вот, что она богиня, вот это надо... Нет, это не удастся убрать, это просто новое состояние. До времени вы можете это изображать, но по-настоящему вы природу почувствуете только тогда, когда она сольется с вашей истинной сущностью, на уровне вибраций. Потому что и в природе, вот, в той живой природе, которая нас окружает, та же боль присутствует, те же проблемы в животном мире, в растительном мире, вы заметили? Но там есть и в самой глубине вот то самое, что можно назвать единой материальной основой мира, вот, душой мира. Вот когда вы это начинаете ощущать, у вас все в порядке. Когда боль живого существа становится вашей болью, у вас все в порядке. Много интересного открывается, необычного, по мере вашей духовной реализации. Не сразу, но постепенно. И только тогда, когда вы действительно чувствуете единую основу вот, в мире, что вы, природа, и все это едино в своей основе, и только тогда у вас как бы проявляется подлинная святость, что ли, к отношению к природе и сердечная боль за причиняемый ей вред. Но люди только и делают сегодня, что причиняют природе вред. Я как-то узнал, совершенно неожиданно, и меня это потрясло, что в Тихом океане, на территории в 3 Франции, пластиковые бутылки и пакеты плавают. 3 территории Франции. И все это разлагается, рыбы это едят, соответственно, все нарушается, баланс. Представляете, сколько дряни и гадости в угоду производителям этой дряни, потому что все можно было бы упростить. Понятно, наверное. Есть разлагающиеся полимеры, кто в течение года способны разлагаться без нанесения вреда природе. Но это конкуренты вот тем, кто штампует сегодня всю эту дрянь.
Это выгодно. Помните, авоськи были, щепки раньше? Вот замечательная вещь. Бутылки сдавали, все нормально, стеклянные сдавали бутылки. Да. А сейчас ничего, все выбрасывается. Вот в лесу смотришь или в парке, вот дорожка, там, где они пировали, оттуда все в лес повыкидывали подальше, вот эти бутылки. Вы же с собой все привезли, вы же привезли, варвары, дебилы, вот заберите все это. Вы же привезли это с собой как-то. Ну, заберите. Вот я весной всегда этим занимаюсь. Собираю на той территории, которая мной оккупирована. Вот я собираю эти вещи. Ну, всякие гадости. И так приятно. Соберешь, и вроде дело большое сделал, да? А люди просто проходят, потому что не я бросил. Они говорят, это не я бросаю. Ну, если бы я бросил, вот ко мне могут быть претензии. Ну, ты проходишь, собери, что ты не видишь, слепой. Ну, вот не видят, потому что не они бросили. То есть поэтому живут в помойке, в голове помойка, вокруг помойка, в доме помойка, в семье помойка, помойка везде. Вот так живут люди. В сплошной помойке, мировой помойке. О новой форме существования. Сущность – это значит иметь нефиксированное постоянство. Нефиксированное постоянство. Все возможно, но это означает нечто совсем другое в строении материи. Вот она употребила выражение «нефиксированное постоянство». Вот. Это пребывание в новом тонком вибрационном теле в состоянии вот этой прозрачности абсолютной, то есть нефиксированное постоянство. Ты ощущаешь в себе постоянство, но это не тело, это что-то постоянное, но далеко распространяющееся вовне. Но постоянное. Странно, да? Нефиксированное постоянство. И теперь вы приобретаете действительно, или пребываете, да, везде и нигде, и эта кажущаяся неопределенность, вот где вы, везде или нигде, вас нисколько не смущает. Вы в постоянстве, но оно не фиксировано. Оно может быть и рядом, и далеко. Это действительно какая-то шизофрения с точки зрения самих фраз. Вот. Но вас это нисколько не удивляет, и вы не испытываете дискомфорт, потому что это, напротив, очень нормально, приятно и благодатно. Все, нет вот этой тюрьмы телесной, нет этого заточения. Ты достаточно свободен в физическом плане, я не говорю вот о ментальности. Вот. Вы есть, вы никуда не исчезли, но где вы теперь, нельзя сказать. Даже если вы пытаетесь об этом говорить, это будет очень странно, потому что для внешнего мира ваша видимая физическая форма существует, а вы будете говорить о каких-то там растеканиях везде и нигде. Нет, вот есть форма, ну и ладно, помалкивайте. Вот. То есть это символ материального пребывания, поскольку физическое тело в новом состоянии сознания есть символ материального вашего пребывания, что вы еще здесь. Как символ. Но вы, а не оно, не тело. Вы не ментальное сознание, вы не мозг, вы не все остальное. И пребывая в новом тонком вибрационном теле, в состоянии абсолютной прозрачности, вы не ощущаете входящей в вас супраментальной силы. То есть, как бы ее не чувствуется. Она раньше была, и теперь вы с ней контактируете уже на каком-то ином уровне, то есть на уровне вибраций, но это не та сила, которая вас переформировала в физическом теле. То есть, как бы ее и нет. Этой силы, хотя вы не эта сила, а вы вибрация этой силы, которые стали вами. Она вначале, когда работала, что-то делала, вы это ощущали. Но потом, когда все сделала, дело сделано, вы уже часть ее. И вы ее не ощущаете, потому что вы и есть ее производная. Состоявшийся продукт. Такой любопытный момент. И теперь эта новая структура вибрационная
возгоревшись, я бы сказал, божественными вибрациями, сама становится неким неиссякаемым источником каких-то струйных течений энергии. Тут вы как бы светитесь, светитесь, в смысле энергетически, расходитесь куда-то в стороны. То есть вы источник уже энергии. Сила это что-то сделала, что-то подожгла, что-то сформировала. То есть вы засветились, как некий пусковой механизм, теперь вы светитесь. Понятно? В новом качестве. Вот. Причем эти стройные потоки тончайших энергий, они распространяются во всех направлениях, куда-то далеко-далеко в беспредельность. И отсюда становится понятно, почему костные останки великих светильников духа спустя там столетия после оставления ими тела, носителями, да, излучают или генерируют благодатную энергию. И в поле действия этой энергии находились останки, костные останки, да, и они продолжают светиться или излучать эту энергию после ухода из тела этих могучих светильников духа. Понятно, наверное, они просто генерируют эти вибрации. Потому что новая структура рождается из костной структуры. Костная структура, самая плотная и материальная, она рождает носитель новой жизни. И остается эта костная структура как знак того, что ее обладатель в свое время выполнил главную задачу. Вот. А что же касается материального носителя биологической жизни, физического тела, который пока существует, да, новая структура есть, но и старая существует. Физическое тело существует в новой энергообменной среде, то, безусловно, та энергия супраментальная, она по каналам и канадцам кундалини, клеточкам тела подводится, оно живет уже за счет новой энергетики, но это не вы, и вы как-то к этому уже мало имеете отношения.